Привет, соратники! Меня зовут Шредер, вы на канале Siege Total Wars. И это подкаст. Это первый подкаст, посмотрю, как пойдет. Если все будет нормально, продолжу. У меня есть еще несколько тем. Надеюсь, они будут интересны. А тема первого подкаста – это Total War Warhammer 3. Что мы о нем знаем, откуда мы о нем знаем, вообще любые источники достоверной информации, которая у нас есть. А также я хочу остановиться на фракции Кислев, которая, по моему глубокому убеждению, обязательно будет в третьей части. Не так, как она была, естественно, в первой, там, где она только называлась Кислевым, а на самом деле она была провинцией империи во всем. А такой настоящей фракции со своими юнитами, с уникальной постройками, уникальной религией, магией, героями, и лором, и бэком, и всем тем, за что мы его любим. Ну, не все, конечно, любят, но вот те, кто любят Кислев, любят его именно за вот эту вот развесистую красную клюкву, торчащую из всех щелей. Ну, такой в Кисле. Итак, откуда мы что-либо вообще знаем про третью игру? Потому что до сих пор, уже... Что сейчас? Апрель 2020 года, и мы до сих пор не знаем, даже она не была анонсирована. То есть игра Total War Warhammer 3 не была анонсирована. Во всех блогах, в которых упоминался следующий фэнтезийный проект студии Creative Assembly, она называлась «Новый фэнтезийный проект», как-то так. То есть ни о каком Warhammer 3 речи пока не шло. Однако изначально, когда еще только была анонсирована первая часть, да, было сказано официально, что это будет трилогия. Это будет Warhammer, Warhammer 2 и, соответственно, Warhammer 3. Трилогия, каждая из которой покажет некий участок карты мира. И потом в итоге все это сольется в экстазе в одну большой, громадной, огромным количеством, компанию с огромным количеством фракций. Соответственно, в каждой фракции куча героев, легендарных лордов и прочее. Это мы знаем, это нам обещали еще тогда. Однако официально нам, в принципе, сказали настолько мало, что можно сказать, что ничего не сказали. Все, что мы знаем о Warhammer 3, в большинстве своем, это то, что я лично нашел в коде релизной версии Warhammer, самой первой игры. Давайте же об этом и поговорим. Первая часть трилогии вышла весной 2016 года. В принципе, несмотря на то, что ее приняли довольно прохладно на анонсе, релиз был достаточно успешен, и игра произвела впечатление, отлично продалась, тут вопросов не было, все было хорошо. И практически изначально я и с помощью нескольких пользователей форума Siege мы сделали исправление перевода. Перевод, который сделала компания Soft Club, он есть, собственно говоря, довольно-таки паршивым. Потому что переводчики совершенно очевидно не знакомились с лором, не пытались вникнуть во все вот эти вот нюансы некоторых моментов, и поэтому перевод, допустим, орков почему-то был сделан как перевод урков, извините за каламбур, да, орки, вот это вот все. Наверное, примерно так работали мозги у отдела перевода Софтклаба. И в итоге вот реально разговор орков, который, в принципе, который должен быть не уголовным, а искаженным, скажем так, искаженным языком, с недостающими какими-то звуками, выпадающими буквами и так далее, грубым, да, с ругательствами, но не таким, как его сделали переводчики Софтклаба. Я об этом уже много раз говорил, и, собственно говоря, в предисловии в описании мода по переводу. Я его долго поддерживал, продолжал, в принципе, во вторую игру тоже делал,
Но, честно говоря, в определенный момент меня задолбало частые выходы патчей, и я на это дело подзабил. Уж вы меня извините, но были просто на тот момент более насущные проблемы. Кроме мода на перевод, я решил сделать тогда мод на Кислев. Ну, потому что, как я уже говорил выше, Кислев для меня эта тема такая очень близкая. Я делал модели юнитов для мода Call of Warhammer, известного в свое время. Сейчас даже не знаю, как это все, играет ли кто-то еще в моды к Medieval 2. Вот. Я тогда делал первую линейку для первой версии мода, и потом уже с учетом моей работы для Mounted Blade огневым мечом, я оттуда надергал моделек и сделал, ну, собственно, опять же, изготовление, и сделал рескин. Неправильно говорить рескин, потому что скин это все-таки не текстур. Я полностью переработал и модели, и текстуры для фракции Кислев, для мода Call of Warhammer. В принципе, поэтому для меня это близко, и я решил сделать фракцию Кислев и для Total War Warhammer официального. К сожалению, на тот момент менять модели не представлялось возможности от слова совсем. Можно было только комбинировать, то есть шлемы, вещи, оружие, вот это вот плащи, все вот эти вещи можно было переставлять от одной модели к другой. Ну, то есть сделать полноценные юниты для Кислева я не мог. Ну, я там покомпилировал, покопался, в общем, скажем так, я считаю, что получилось весьма достойно. Уж точно гораздо лучше, чем варианты некоторых буржуйских модов на эту же тематику. Там было совсем как-то все убого. Может быть, это меня и сподвигло тогда покопаться. Сделал я мод. В принципе, он был достаточно играбельный, я считаю. Там было переделано практически все. То есть я до этого, в общем, в код игр особо не лазил. То есть мой моддинг это были модели и текстуры. То есть я делал модельку, текстуру, там лоды, может быть, и отправлял это дело сборщику. Сборщик потом уже собирал, и все было хорошо. Для мода, этого мода для Total War Warhammer я не смог найти себе помощника, который бы занимался кодингом. И мне пришлось все делать самому. Поэтому пришлось полностью осваивать таблицы, все вот эти вот моменты, прописывать, самому писать, магию, там, героев, правителей, то есть я Катьку сделал, царицу Катерину. В принципе, я считаю, что достаточно все было неплохо. Вот. Потом я, конечно же, забросил мод, потому что, опять же, из-за того, что выходило много патчей. А каждый патч добавлял, переделывал, и приходилось перелопачивать StarPoS. В общем, меня хватило на несколько версий до какой-то играбельной такой версии нормальной, потом я ее пару раз обновлял, потом просто, реально, просто не было возможности мне этим заниматься постоянно. Это, наверное, можно было бы это сделать сейчас, когда уже все, патчи не выходят, обновления не выходят, игра стабильна и уже можно ее заряжать. Но уже как-то тоже уже интерес потерян в некотором смысле. Не хочется просто опять этим заморачиваться, опять изучать все таблицы и так далее. Тем более, что я знаю, что сейчас уже можно менять модели. И наши ребята, которые участвовали с нами в моде Call of Warhammer, там участвуют тоже с кем-то из буржуев, они там скооперировались и делают мод на Кислев, и там модельки уже действительно классные, то есть они переделаны как положено, то есть новые модели, естественно, там Кислев уже будет отличный. Но опять же, это мод, и мод есть мод, а мы говорим про официальный. Так вот, к чему я все это рассказывал. Когда я копался в таблицах, когда делал мод, там много таблиц в StarPoS, естественно. StarPoS, это я говорю про файл StarPoS.
основополагающий файл, в котором забито все, ну, практически все вот эти вещи, связанные с внутренностями игры. И в одной строчке зацепился глаз за сочетание DLC, там VH, слэш, DLC, слэш и там траля-ля. Я, и открыл эту строчку полностью, скопировал ее в текстовый файл, посмотрел и офигел. Я понял, что нарвался на то, на что, в принципе, я не должен был нарваться. Потому что это было явно или какой-то мусор, знаете, такую запись, типа запись на полях, либо просто банальная какая-то ошибка программистов. Потому что такое нельзя оставлять. Хотя, в принципе, Creative Assembly, они этим грешат. Они постоянно оставляют какие-то куски старых игр в новых играх. Вот этот мусор в текстовиках, это, в принципе, знают все, кто занимался когда-либо моддингом игр Total War. И в этом мусоре я нашел бриллиант. Это была информация о будущих DLC, вводящих фракции. Точнее, как DLC. Не то чтобы DLC как таковые, а именно фракции. То есть там было, начиная все с бистменов, и продолжалось, в принципе, довольно долго. Новые DLC практически четко, совершенно полностью коррелировались с моим датамайнерством. Там оно начинало потом уже позже отличаться в мелочах, но тем не менее, в конце концов, все эти фракции появлялись. Вот. И что самое интересное, самое такое глубинное, там были прописаны аддонами вот эти вот вторая и третья игра. То есть, это видимо, это считается аддоном. Хотя это по большому счету новая игра, большая игра, которая покупается за отдельный такой же самый прайс, как и первая игра. Но вот оно у них шло как аддон. Так вот, второй аддон совершенно четко был предсказан. Это был аддон по эльфам. То есть там были эльфы светлые, высшие и эльфы темные. В третьей игре, согласно этим данным, будут введены отдельные фракции богов хаоса, армии богов хаоса. Все мы их знаем прекрасно, да, это Кхорн, Нургл, Дзинч и Сланеш. То есть теперь хаос будет не неделимый, как был он в первой игре. В третьей игре хаос будет разбит на 4, как минимум 4. И плюс к этому, но это уже опять же идет в категории спекуляций. Хотя, по-моему, об этом говорил кто-то из разработчиков в каком-то интервью. Можно будет потом поискать, я просто сейчас не заморачивался. Просто я помню, что это прозвучало практически официально. Поэтому это, можно сказать, наверное, тоже практически официально. Будет отдельная фракция демонов. То есть наверное, будут какие-то демоны в армиях богов, останутся. Вот. Но будет еще отдельная целая фракция демонов, которая, наверное, будет мочить всех. Я так понимаю. Вот. Что вообще из этого можно какие сделать выводы? Я думаю, что, наверное, будет что-то наподобие битвы за вихрь, да, которая была во второй части. То есть в первой части у нас, в принципе, было такое практически классический Total War с небольшими изменениями. А во второй части именно была вот эта гонка за вихрем. Я так думаю, что, наверное, в третьей части будет нечто подобное. Скорее всего, будет все-таки вот север, да, он же пропитан магией, пропитан хаосом, и поэтому происходят мутации, людей корежат, и появляются вот эти вот мутанты, воины хаоса, здоровые, чемпионы с отростками там, и прочее. Наверное, где-то в этих пустошах будет вот этот самый портал, который был открыт в свое время. И за этот портал, возможно, за контроль за этим порталом будет именно война между хаоситами. Звучит это, конечно, достаточно
странно и, ну, может быть, не очень интересно. Я вот сейчас как раз вот в данный момент у нас на форуме разгорелась по этому поводу дискуссия. Что же, собственно говоря, делать в третьей части? Что? Ну, просто бодаться между армиями хаоса, между собой за что-то, за какой-то этот там портал. Это уже от меня, от себятина. Что там такого интересного будет, что заставит нас ее купить? Только ради того, чтобы потом собрать из 3 частей полную карту старого, точнее не старого этого же света, да, правильно? Это просто полная карта мира, ну, без, скажем так, без восточных всяких Катаев и Японии и всего вот этого. Что нам там предложат? Это уже, конечно, интересный вопрос. На него нет ответа, можно только гадать. Но я думаю, наверное, что-то вот наподобие гонки за вихрь, какой-то будет замес, связанный за контролем, может быть, за порталом в варп. Что-то в этом духе. Насчет фракций. Ну, кроме фракций хаоса и демонов, все-таки, наверное, скорее всего, будут введены фракции огров и гномов хаоса. Ну, гномы хаоса это такое достаточно логично. Если хаос, то и гномов хаоса надо бы сюда же докинуть. Почему бы нет? Тем более, что в моей датамайнерстве том были огры и были гномы хаоса. Будет ли карта продлеваться вниз? Не знаю. И насколько далеко. Я все-таки думаю, что будет как минимум до Кислева. И если не ниже, может быть немножко ниже, чтобы как вот зацепить земли империи, чтобы в случае нападения на Кислев империя могла там прислать подмогу. Но это все надо как-то обыграть. Просто так поставить на границах хаоса Кислев и что? Ну вот и что? Ничего. Это не будет интересно. За это не захочется платить полный прайс. Кислев должен быть в игре. Кислев очень важен для лора игры. Кислев всегда был... Это тут моя хата с краю, но не как мы обычно считаем, что там это. А моя хата с краю первым врагов встречает. То есть Кислев был такой буферной зоной между империей и землями хаоса. То есть и норские, и курганцы, они в первую очередь лупили Кислев, а империя, ну, иногда помогала. Ну, то, когда уже какие-то серьезные проблемы начинались. Без него общая игра не складывается. Он должен быть обязательно. Причем не в том виде, в котором он в первой части. Не до империи и не Кислев вообще ни разу. А именно как положено. То есть со всем лором, со всей клюквой, со всеми, с этой вот смесью там Украина, русско, поляка, венгера, я не знаю чего. Вот, короче, все вот это вот восточноевропейская мочмалы, которые Game Workshop это нам намешали. Зачем это они сделали? Ну, это понятно зачем, потому что Восточная Европа для них это все одно, все едино. Вот. И вся вот эта клюква, которая оттуда прет своим духом кваса, вот этого 40-градусного, она интересна, она прикольна. И, в принципе, на Западе ее тоже любят. И надо ее сделать обязательно. Кислев имеет своих фанатов, и он обязательно должен быть. Но зачем? То есть это как-то надо привязать. Все равно. Иначе это будет совершенно непонятно, зачем сделанная фракция. Когда это все будет объединено в одну игру, в триединую игру, там Кислев нужен обязательно. Будет ли он в третьей части? Ну, хотелось бы, конечно, и, наверное, должен быть. Но все будет зависеть от того, как все-таки будет происходить, на чем будет замес, основной замес в этой игре. Не знаю. Вот это вот и никто пока не знает, открыто об этом еще ничего не говорится. А что касается разработки самой фракции Кислева. Дело в том, что фракция Кислев очень плохо проработана.
официальным разработчиком Game Workshop, фракция Кислев состоит буквально из нескольких юнитов. Там 3, грубо говоря, 4 юнита конных, то есть 2 унгола, там одни унголы – это лучники, конные лучники, там голые, грубо говоря, вторые унголы в одежде, крылатые лансеры, простые и крылатые лансеры Легион Грифона, 4 юнита кавалерии, 1 юнит пехоты, причем в принципе один. То есть никаких тебе копейщиков, никаких тебе алебард, никаких ничего. Только один единственный, кассары так называемые. То есть это такие ребята практически без брони, да не практически, а без брони, с топорами двуручными и луками. То есть и все. То есть в официальной линейке была еще командная группа, там музыкант, что-то барабанщик, по-моему, трубач какой-то, и боярин он, по-моему, назывался, короче, типа офицера. Все. Еще была Катька на коне и царь Борис. Ну, царь Борис, по-моему, как раз погиб во время шторма хаоса. Вот после этого на престол заступила Катька. Катерина. Вот, колдунья ледяной магии. Вот и все. То есть линейка, ущербная. И насколько я вообще помню, она была создана специально вот именно для вот этой вот тематической игры Штормхауса, когда вот Архаон, вот это вот все. То есть все эти фигурки и книга армии, так называемая, единственная по Кислеву, была создана вот именно в рамках вот этой вот тематической игры. Она была одна единственная, и больше по Кислеву никогда ничего не выходило. То есть Кислев в официальной бэке, он слабоват. Именно поэтому, когда мы разрабатывали линейку для Call of Warhammer, мы, в принципе, создавали линейку на основе этого, плюс еще придумали кучу всего другого. То есть, кроме косаров, у нас была еще добавлена такая доспешная пехота с пиками и алебардами. Это для того, чтобы хоть как-то держать строй против закованных в железо, извините, воинов хаоса. Иначе невозможно против них сражаться. Дальше были дрояшки, так называемые. Это мы придумали этот юнит из книги, взяли его из книги «Посол империи». Там был такой чувак, такие чуваки, дрояшки. Или это была фамилия, слушай, я уже не помню. Но, по-моему, это были именно люди, которые занимались какой-то китайской борьбой и сражались там с двумя клинками в двух руках. Короче, мы тоже сделали такой юнит, что такой голый по пояс, типа казак с чубом татуированный, с двумя мечами японскими, с катанами. И вот они именно вот своей ловкостью и скоростью очень сильно, очень здорово работают. То есть на них никакой брони, но вот именно за счет своей подвижности и боевого искусства они очень крутой юнит. Значит, что из пехоты? Из пехоты мы еще добавили стрельцов, то есть огнестрел, стрельцы, огнестрел, то есть бердыш, мушкет. Для чего? Потому что, опять же, для борьбы с тяжело бронированными войсками хаоса. Они реально бронированы, и именно вот пирсинг там должен быть либо стрелковый, огнестрел, да, либо вот это двуручное какое-то вот рубящее оружие, пробивающее. Это по механике игры. Один из самых колоритных юнитов, точнее еще два очень колоритных юнита. Причем вот когда наш концепт-художник их нам нарисовал, он нам дал, я посмотрел, я офигел, ой, круто, это очень здорово, я хочу это сделать, да, то есть так называемая кремлевская стража. То есть это такая была компиляция брони Восточной Европы и Западной Европы. То есть это такой остроконечный восточный шлем,
зерцало восточное, опять же, да, а защита, допустим, ног и, по-моему, рук, если я не ошибаюсь, она скомпилирована из западноевропейских доспехов, таких латных, да. И плюс к этому еще очень колоритная штука, красная такая алая шинель, теплая. Наш концепт-художник нарисовал ее в таком виде, что одна рука продета в шинель, и она подвязана, вторая рука освобождена. То есть она как бы так вот на одной руке надета и висит через плечо. Мне это очень, очень понравилось, и я именно так отмоделил. И на самом деле это очень круто. Мне показалось в тот момент, и я до сих пор так считаю, что на самом деле юнит получился очень такой характерный, колоритный, вот именно правильное слово, колоритный юнит. И второй, точнее как второй, еще один пехотный юнит, ну это такой, знаете, практически шуточный вариант, так называемые квасники. То есть по лору кислевиты пьют крепкий спиртной напиток, но он у них называется не водка и не горилка, а он у них называется квас. То есть квас кислевитов это по сути самогон. Такой 40-градусная такой штука. И мы подумали, что опять же для борьбы с многочисленными ордами хаоса неплохо было бы иметь своих гренадеров кислевита. И мы добавили юнит так называемые квасники, то есть такие полубухие ребята, такие с заломленными на ухо шапками, с крышками от бочонка вместо щитов, с маленькими топориками и снабженные несколькими бутылками вот этого вот горючего, вот этой горючей жидкости, кваса, ну, типа коктейля Молотова. Они их метают, зажигательная смесь это, и, ну, так, интересный юнит, мне он тоже очень нравился. Вот, что касается по пехоте, я, по-моему, все сказал, а по кавалерии там еще мы добавили так называемых чекистов. Это тоже было из посла империи. Там была такая служба, такая, ну, в общем, на самом деле, правильно их бы назвать, конечно, опричники. Вот если по-хорошему и по-правильному. Ну, вот в после империи они назывались чекистами. Вот. У нас это такой одетый в черное специальный агент, можно сказать, да. Шапка, там черный кафтан, краги черные, опять же. Вооружен он огнестрелом, по-моему, коротким карабином, таким укороченным, и бронебойным перначом. То есть именно их задача была именно тоже борьба с тяжело бронированными, даже можно сказать, против чемпионов хаоса, которые, ну, запредельно бронированы, и как-то с ними надо справляться. И вот у этих ребят огнестрел, пробивающий броню, и вот эти перначи тоже бронебойные. Хотя на них самих так внешне доспехов нет. Ну, я не помню уже, честно говоря, их характеристики, но можно было бы им прописать немножечко брони там под кафтаном. Частенько люди носили кольчугу, а под шапкой там какую-нибудь мисюрку там с короткой, опять же, кольчушкой. Но против брони чемпионов хаоса это, конечно, очень несерьезная защита. Поэтому их основная задача это бей-беги. То есть обстрел, и уже когда припечет, тогда уже можно было бы перначом приложить. Ну, короче, вот такой вот тоже достаточно колоритный, вот такой колоритный юнит. Да, чуть не забыл. Еще 2 кавалерийских юнита и 2 юнита артиллерии. Значит, первый кавалерийский, один из самых колоритных, в принципе, во всей игре, и такой характерный, да, для Кислева, у которого герб медведь, это сыны Урсуна. Это, ну, такая достаточно тяжело бронированная кавалерия, одетая в доспехи восточного типа, ну, то зерцало, высокий шлем, наручи, кольчуги и все вот это вот. Вооруженная тяжелым двуручным мечом. Верхом на медведях. Вот это, конечно, самый такой колоритный такой кислевицкий юнит, который действительно,
ну, дает фору многим юнитам в игре. Вот. И второй юнит – это дворянское ополчение. Это стрелковый юнит, такие средне бронированная кавалерия, в принципе легкая, в тактике тоже бей-беги, то есть типа чекистов, только они дешевле, попроще, но они доступнее. То есть это тоже быстрая кавалерия с пистолями, то есть они вооружены пистолями. И тоже, собственно говоря, как и чекисты, предназначены для борьбы против тяжело бронированных юнитов хаоса. Но при этом у них они вооружены саблями, то есть без эффекта пробивания брони. И ну, в рукопашную кидать их на тяжело бронированных юнитов нельзя. Но зато они, опять же, хороши для таких вот рейдовых обходов, фланговых атак. И артиллерия, состоящая из мортира ураган мы ее назвали. То есть хоть какая-то, чтобы была арта у Кислева. Вот. И вазы. На самом деле вазы, они такая вот тоже восточноевропейская фишка. Особенно запорожских казакам это было присуще. Как бы более ярко. На самом деле это достаточно часто использовалось, но вот именно у запорожских казаков это было возведено такой на высочайший уровень. То есть этими вазами можно построить так называемый табор, отгородиться полностью от врага, особенно если поставить их там в 2 ряда и так далее. Вот. И на них еще и установлены несколько, типа органного такого оружия, мелкокалиберного. Не какой империи, а такое, немножечко постреливает. Но фишка и в том, что вот именно можно поставить этот ряд вазов, за ними поставить стрельцов, там чуть дальше, допустим, косаров с луками, и враг уже на подходе будет хорошо прорежен. Потом при попытке сломать эти вазы, прорваться через них, тоже их можно и копьями, и пиками, в смысле алебардами хорошо порубить. То есть такой хороший оборонительный задел. Линейка получилась достаточно играбельная. То есть она закрывала все необходимые уровни применения. И я считаю, что она получилась очень удачной. Я даже видел, делали фанатские армибуки по Кислеву, где вот эта линейка была прописана практически четко. Там что-то добавляли они, но вот наши юниты туда были перенесены. И даже вот эти вот картинки были взяты у нас. Картинки, концепты, которые нарисовал наш Тимофеус, наш великий художник, концепт-художник. Это я говорю без сарказма абсолютно. Он очень молодец, он большой молодец. Он там где-то в киноиндустрии работал, рисовал раскадровки для роликов. А для нас он нарисовал очень классные концепты. Большое ему спасибо. Я рассказал о нашей линейке. Я рассказал, точнее, о линейке официальной, о нашей линейке. И нужно добавить вот что. Буквально недавно, где-то там с месяц, 2-3 недели назад, на сайте Game Workshop появилась статейка маленькая, где ни с того ни с сего они показали новый юнит для Кислева. Это, по-моему, называется «Ледяная стража». Охрана дворца царицы. То есть у нас была кремлевская стража, брутальные мужики с бородами, с топорами. А официальный юнит дворцовой стражи теперь будут небрутальные женщины с луками и клинками. Я так понимаю, что оружие будет то и то заряжено ледяной магией. То есть они такие магички, немножко магички, но в основном именно вот рукопашники и стрелки, амазонки, я не знаю. Вот. Честно говоря, мне не нравится это. В такое время живем, ничего не поделаешь. Скажи спасибо, как говорится, что там не отряд негров защищает царицу. Уже хорошо. Женщины, так сказать, в Восточной Европе всегда славились своей красотой и силой, так сказать. Вот.
Окей, то есть это новый, официальный, первый за, я не знаю, 20 лет или сколько уже лет юнит для кислого. На самом деле это круто, это очень классная новость. Мне это очень понравилось. Даже несмотря на то, что сам юнит, но то, что Games Workshop занялись наконец Кислевым, это хорошо. Но хотелось бы вернуться чуть назад, то есть там где-то с год или полгода назад они объявили, что конец времен не отменяется, но старый свет вернется. То есть его будут перерабатывать, и где-то там через 2-3 года они обещают его выпустить, то есть линейки своих миниатюр, книги армии, новые правила, и вот это вот благополучно все это будут опять продавать. То есть эра Сигмара, она хорошо окупилась, как говорят, хорошо продалась, народ играет, но все-таки за старым светом люди скучают. И вот они решили его возродить. И вот это вот появление нового юнита для Кислева, это как раз происходит в рамках вот этого обновления старого света. И в этой связи как раз-таки очень интересно то, что, как я надеюсь, пошла работа, возможно, и это мое естественное предположение, что возможно появление нового юнита для Кислева – это как раз результат, возможно, какой-то кооперации между Game Workshop и Creative Assembly, потому что Кислев все-таки делать нужно. Без Кислева объединенная компания Warhammer 3 игр будет не полной. И это все понимают наверняка. Я лично был уверен до конца, что он появится к первой игре. Обязательно будет DLC, его все-таки сделают. Но это не произошло, и я уже с тех пор ничему не удивляюсь. Но после того, как Creative Assembly выпустили Норску, которая тоже, в принципе, не имеет своего официального армибука, и уже как бы удивляться тут тоже не приходится ничему. То есть они могут создать линейку. Creative Assembly могут создать линейку свою. Она будет полноценная, она будет классная, потому что Норска действительно получилась классная. Там пираты, вампиры тоже, кто бы мог подумать, ну вот, пожалуйста. И, собственно говоря, насчет Warhammer 3, давайте все-таки подытожим, что мы знаем официально. А ни хрена мы не знаем. Вот такой вот итог. Но не совсем. Есть еще такой момент, как блоги разработчиков, чем занимается Creative Assembly. Если помните, они их выпускали в течение 18 и частично 19 года. Их вышло там штук 12. Да не штук 12, а 12. Их вышло ровно 12 штук. Последний был выпущен в феврале 2019 года. И вот в нескольких последних выпусках появилась строчка «Команда нового фэнтезийного проекта». То есть даже тогда они писали, что это Warhammer 3, но они писали, что это команда нового фэнтезийного проекта. И вот там единственная официальная, опять же, какая-то информация, которую нам выдавали по Warhammer 3, она есть только там. Вот насколько я знаю, больше нигде и никогда, разве что вот тогда, когда было сказано про фракцию демонов. Это было тоже официальное интервью какого-то представителя. Вот. С тех пор настолько мало говорили про третью игру, что практически ничего не говорили. И вот только в этих блогах звучали там фразы, да, что тут там команда начинает работать, потом там команда там работает, и они чувствуют, что там тут темно и страшно, и они могут не вернуться, их души будут поглощены там волшебством, каким-то магией и так далее. Там что-то там еще тра-ля-ля.
команда работает усиленными темпами, но здесь творится полный хаос. То есть слово «хаос» звучит, слово «магия», пропитанная волшебством, звучит и так далее. То есть вот эти вот такие вот зерна, как это вот хлебные крошки, которые нам кидают разработчики, они есть. И они опять же намекают на то, что мы уже знаем еще с ноября 2016 года. Но никакой конкретики, никаких, ничего. Вот в февральском, точнее там получается январский выпуск, было сказано, что работа кипит. То есть они говорили, что работа уже прет в полный рост. Если там полгода до того они писали, что тут темно и страшно, никого нету в этом углу студии, страшно. Вот. Потом они писали, что начался предпродакшн, а вот уже там где-то в январе 2019 года было сказано, что работа кипит полным ходом, тут уже чу-чу-чу, все вперед-вперед. А в последнем блоге они рассказали, что уже вовсю занимаются motion capture. Что тут скажешь? То есть на самом деле уже наконец, точнее не конец, а там год назад третья игра была в достаточно каком-то, я не знаю, на каком-то таком серьезном этапе производства. И все. Вот с тех пор, последний был блог в феврале 2019 года, с тех пор блогов не выходило. Я не знаю, почему они ушли в такое абсолютное подполье, почему они перестали с нами общаться. Я не понимаю. То есть сейчас они проводят стримы и ответы на вопросы там на Reddit, на Твиче бывают. Что-то там какие-то, опять же, зернышки кидают. Вот недавно, буквально в феврале, был стрим, на котором было озвучено несколько вещей, которые привели комьюнити в какое-то совершенно экстазное состояние. Например, было сказано вроде как, что переделывают осады. И все такие: ура, ура. В принципе, да, как бы осады в Вархаммере, как по мне, не самая лучшая реализация. Все-таки, опять же, по моему мнению, наиболее удачные осады были в Medieval 2. Там это вот как бы уровни городов, то есть там 2 уровня стен, если помните, там 3 уровня стен, то есть каждый из стен надо захватывать, если грамотно там вот это все выставлять войска на стенах, потом их отводить на 2-й уровень, там донжон. Это было такое интересное занятие. Если это как-то приведут к этому идеалу, то будет хорошо. Но это, опять же, мое мнение. Там еще на этом Твиче было озвучено, что вроде бы как обещают вести дуэли наподобие, как сделано в Второй Царстве. Я считаю, что если это правда, опять же, неизвестно, правда это или нет, но если это правда, то это очень правильно, потому что в Вархаммере многое завязано на героях. То есть, герои, они тащат, что называется. И вот помните, может быть, в Mark of Chaos, игра такая была, там были дуэли. И это логично. Для мира Warhammer это вполне логично. Если это сделают, я считаю, что это правильно. Но опять же, это не факт. Это все похоже на хотелки. Еще вроде как собираются белого гнома передвинуть на север. В принципе, это тоже логично. У него там квесты все завязаны. Какие-то, в общем, такие моменты вроде бы правильные, вроде и логичные, вроде бы как даже сказанные в контексте про третью игру. Но это не точно, как сейчас говорят. Это не официальное заявление, это не официальная позиция. Это не какой-то пресс-релиз или что-то такое. То есть это может быть, и, возможно, это будет. Возможно, это было вкинуто в таком ключе, обсуждение, чтобы послушать реакцию комьюнити. Если это зашло,
Если народ с этим согласился, то, наверное, есть такая вероятность, что они прислушаются и действительно сделают. Ну, хорошо будет, если так. Давайте еще раз, значит, подведем итог. То есть мы точно знаем, давайте уже, скажем так, точно знаем, что третья игра будет посвящена хаосу и какими-то вот этим вот моментам, разборки где-то в пустошах, может быть, за портал Варп, там, ну и так далее, и так далее. Может быть, в результате междуусобного вот этого вот драки будет создан хаос неделимый, будет получены большие силы из портала, там, волны демонов какие-то, может быть, появится фракция прям вот в процессе игры, появится фракция демонов, или это будет отдельная фракция, либо она будет таким союзником, четким союзником. Ну, я не знаю. Ну, тут действительно можно гадать, может быть, все что угодно. Может быть, в процессе вот этого становления хаоса неделимого к ним присоединятся гномы хаоса, и вся эта масса, вся эта армада нападет на Кислев. А империя, в свою очередь, там большими силами придет на подмогу. Может быть, эльфы приплывут. Опять же, на подмогу, почему нет? И Кислев, земля Кислева, как раз, которая является буфером, она станет таким вот полем боя, титанического сражения. Может быть, действительно вот этого какого-то очередного шторма, там, я не знаю, ну, тут может быть очень, на самом деле можно очень интересно все это обыграть. Вот, может быть, все не так плохо, как считают некоторые. И мы действительно увидим что-то такое эпичное. Ну и опять же, никто ж не отменял объединенную игру из трех частей в одну. То есть Смертная империя плюс еще третья часть, как это будет названо, не знаю. Вот, но это обещано. То есть компания же обещала. Creative Assembly еще тогда, еще перед первой частью, обещали, что будет объединенная компания, объединенная игра, состоящая из трех этих. И мы получим огромную карту с гигантским количеством фракций, огромное количество героев и вот это вот все. То есть огромное количество контента. Они это обещали. И если они этого не сделают, если они забьют на третью игру, хотя, ну я в это не верю, но ходят такие мысли, кто-то наверняка на них подаст в суд, потому что это было обещано совершенно четко. Тем более сейчас такие времена тяжелые, карантины, всемирная пандемия, и сбить с богатеньких креативов Сеги, точнее, несколько миллионов долларов за невыполнение обещаний, ну почему бы нет. Святое дело, как говорится. Вот, так что будет она, это 100%. Когда я бы мог бы предположить в режиме осторожной надежды, что может быть осень. Осенью анонс. То есть не сама игра, а вот именно анонс. Скорее всего, осенью и, возможно, следующая весна, следующий год, или, может быть, зима, может быть, январь, февраль. Ну, такое тоже бывало. Но совершенно точно не раньше. Потому что обещают. Вот недавно, опять же, было ответы на вопросы на Reddit. И там обещали, что будет еще минимум 2 DLC для Warhammer 2. То есть это тоже время, 2 DLC, это 2, 3, 4 месяца. Вот. Ну, а потом уже можно будет уже заряжать по полной программе, анонсировать третью часть и паровозик хайпа, пиара и так далее запускать. Потому что с такими событиями, которые сейчас происходят в мире, вообще невозможно что-то загадывать, что будет завтра, кто знает. Когда закончится пандемия? Через месяц, через 2, через полгода, к зиме. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. И мы увидим все-таки окончание
Ну, я так считаю, что в великой серии Total War Warhammer первый такой эксперимент фэнтезийный в серии Total War. Это действительно очень... И он удачный, я считаю. Он очень удачный. Креативы показали, что они умеют работать, делать игры по фэнтези. И для них нет ничего невозможного. То есть можно следующим заряжать того же Толкиена, Властелина колец легко. Тем более, что самый популярный мод всех времен и народов на Medieval 2 это третья эпоха, которая тоже, кстати, начиналась, кто не в курсе, на Сичи. Я лично делал для нее фракцию эльфов. Ну, потом мы ее потеряли. Ну, там были свои причины, в общем. Если кому-то интересно, может быть, как-нибудь сниму по этому поводу тоже подкаст. Ну, такое. Ладно, в общем, ребята, все будет хорошо. Warhammer 3 будет. Там будет Кислев. Если не там, то, по крайней мере, к общей игре его обязательно сделают. Ну, я думаю, что к третьей все-таки тоже сделают. Если было интересно, ставьте вверх. Если с чем-то не согласны, вниз. Пишите свое мнение в комментариях. Переходите на форум. Мы еще живы. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, соратники.